Можете ли вы поверить, что всего лишь одна молитва может сделать вас богатым? Нет, это не сказка и не мимолетная фантазия. Это серьезное, священное обещание, основанное на могущественном духовном законе, который мало кто осмеливается проверить. Но сегодня я бросаю вам вызов, проверьте его. Потому что дело не только в деньгах. Речь идет о богатстве во всех формах, а избыток которое касается вашего тела, вашего духа, вашего здоровья и вашего будущего. Эта молитва, которую вы сейчас услышите, не похожа ни на что, что вы слышали раньше. Она несет в себе ключ, чтобы открыть двери, которые вы долгое время считали запертыми. Прямо сейчас, в этот самый момент, Бог выстраивает что-то сверхъестественное в вашей жизни. Не в следующем году, не в следующем месяце. Сейчас. Вы переживаете период духовной засухи, финансового давления и эмоциональной усталости, задаваясь вопросом, небеса даже слышат ваши молитвы. И все же, просто нажав кнопку воспроизведения этого видео, вы сделали шаг в божественное пересечение, священное столкновение между вашим желанием прорыва и волей Боговечной Завет Обеспечения. Но ты должен остаться со мной до самого конца, потому что секрет открытия этого благословения скрыт в одной фразе, которую я открою лишь в последние минуты. Пропустив ее, вы рискуете пропустить урожай-то, о чем вы так долго просили. Да, я сказал урожай. Потому что ты сеял, может быть, не деньгами, но своими мира, твои слезы, ваши ночные молитвы, ваши разбитые мечты. И теперь урожай близок. Но для каждой жатвы нужен сигнал, звук, призыв к небесам. Вот что такое эта молитва. Это призыв, который сотрясает духовное царство, и команда избыток призыв, вдохновленный древними духовными учениями, переданный такими голосами, как Конни Мендес, и теперь пророчески адаптированный для этого момента для вас. Но позвольте мне спросить вас кое о чем, и я хочу, чтобы вы были честны со своими сердцем. Насколько вы готовы к изменению своей жизни радикально? Всего несколько слов? Не медленно, не постепенно, а внезапно. Потому что, если вы ожидаете постепенного изменения, вы не готовы к тому, что это чудо, это действительно так. Это не мотивационная речь. Это не совет по самопомощи. Это божественное откровение о метафизическое оружие света, предназначенного для уничтожения корней бедность, долг, болезнь, и задерживать которые были посажены в вашу жизнь слишком долго. И все же, страх есть, не так ли? Тихий голосок шепчет: неужели все так просто? Может ли молитва действительно изменить мою жизнь? И именно поэтому вам нужно остаться. Потому что я собираюсь раскрыть не только саму молитву, но и духовный фундамент, обещать, та завет, та древняя истина, это придает ей непреодолимую силу. Как только вы это поймете, вы уже никогда не будете смотреть на молитву прежним взглядом. Вы почувствуете, как меняется атмосфера. Вы почувствуете, что ваше сердце сжечь, святое ожидание, и ваши уши зазвенят, когда вы услышите слова, несущие в себе план божественного богатства. Прежде чем двигаться дальше, вам нужно кое-что решить. Будете ли вы продолжать сомневаться, перескакивая с видео на видео, год за годом, искать, но так и не находить? Или же вы наконец остановитесь, внимательно прислушаетесь и позволите себе преобразиться? Потому что этот момент – поворотный момент. Нейтральной территории больше нет. Либо вы выходите вперед, вера, или вы отступаете в тень страха и застоя. Так что оставайтесь. Оставайтесь до последней секунды. Потому что через несколько минут я открою вам священный код. В этой молитве заложено что-то скрытое, что-то, что несет в себе голос Бога, что уже изменило жизнь в непредвиденной, сверхъестественной, и оно ждет тебя. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы в одном шаге от чуда вы никогда не представляли. Не оглядывайтесь назад. Продолжайте слушать. Продолжайте верить.
Сохраняйте дух открыть. Потому что молитва, которая открывает дверь, придет, на ключи сей еще скрыт. Что делает эту молитву такой мощной, столь радикально эффективной, это не только сами слова, это божественная вибрация они несут. Когда вы это заявляете, вы не просто говорите в воздух. Вы выпускаете команда, священный указ, который проникает в духовное царство и активирует законы изобилия. Вы выравниваете свои вибрации, ваша эмоциональная, духовная и энергетическая частота, свечная частота успеха, процветания и сверхъестественный рост. Вы настраиваете свою душу на звук богатства, то частота благосклонности и сердцебиение Божьего провидения. Но вот правда, которую многие никогда не признают: изобилие и непассивное богатство, успех и божественный урожай не приходят к тем, кто ждет, они приходят к тем, кто готов меняться. Сдаваться. Принимать. Потому что, как только ты это скажешь в молитве, как только вы призываете этот священный закон, все начинает двигаться внутри вас, вокруг вас, над вами. Отношения меняются. Появляются возможности. Деньги текут. Но также и сопротивление. Духовная война. Тест тоже. Вот почему речь идет не только о говоре молитва, это о том, чтобы стать таким человеком, судно кто может держать благословение, когда прибудет. Вот почему я спрашиваю вас, прежде чем мы продолжим, вы действительно готовы к тому, что будет дальше? Не все готовы. И я говорю это с любовью и авторитетом. Некоторые люди на самом деле не готовы к этому очку благословенной, потому что они еще не сломали менталитет и крепости, которые связывают их с недостаток. Вы не можете нести миллионы с души дефицита. Ты не можешь войти в свое наследство с сердцем, все еще прикованным к выживанию. Но если ты все еще здесь, то это потому, что что-то внутри тебя знает. Время пришло, дух устал выживать. Ты уже достаточно наелся Божьей благости знать, что есть еще кое-что. Вы видели проблески избыток достаточно, чтобы заставить вас беспокойно бродить в тени. И теперь ваша душа тянется к этому слову. Вон тот откровение, вон тот молитва, которые могут переломить ситуацию. Пусть это будет вашим подтверждением. Вы находитесь на грани этого момента. Итак, услышьте меня и услышьте меня в своем духе. Это не просто видео, это портал. Это вход в другая сфера, где чудеса двигайтесь быстро и богатство становится божественное право вместо недостижимой мечты. Вот где судьба ускоряется. Где дверь открыта, что никто не может закрыть. Где твое наследование начинает преследовать вас. Но вы должны принять решение сейчас и полностью вступить в игру. Это значит вслушиваться в каждое слово, принимать каждую истину, позволять каждому предложению бросать вызов вашим мыслям, убеждениям и поведению. Деньги, благословение и ваша роль в Божьем экономике королевства. Речь идет не об удаче. Речь идет не о попытках. Речь идет о духовном выравнивании. Когда вы молитесь словами, которые сейчас услышите, вы делаете то, на что откликаются ангелы. Вы выравниваете свою энергию с завет из переполнения, и небеса не будет молчать. Но, опять же, вы должны быть готовы, потому что этот уровень трансформации имеет свою цену. Ты должен оставить позади старую версию себя. Версию, которая терпела недостаток. Версию, которая вела переговоры с бедностью. Версия, которая подвергала сомнению Бог хотел, чтобы вы процветали. Теперь я хочу пригласить вас глубже. Не только в это послание, но и в путешествии, потому что это не видеосборник, не вирусный саундтрек. Это божественная беседа, небесное приглашение для тех, кто действительно готов покинуть дикие местности борьбы и перехода в обетованное земли изобилия. Я спрашиваю вас сейчас не просто как учитель, даже не как пророк, а как голос, посланный в вашу жизнь в этот конкретный момент. Готовы ли вы стать по-настоящему и бескомпромиссно процветающим?
Если ваше сердце говорит «да», то вам нужно сделать что-то смелое прямо сейчас. Нажмите кнопку «Нравится». Не просто в знак поддержки, а в знак акт соглашения «да». Это может показаться простым, но в духовной сфере согласия это сила. Когда вы ставите лайк этому видео, вы заявляете «Я согласен с благословением». «Я согласен с молитвой, я согласен с сдвиг, это приходит в мою жизнь». Вы отмечаете это сообщение как Святая Земля, как место, где все начало меняться. Остановитесь на секунду. Позвольте этому укорениться в вашем духе. Не торопитесь, причина эта доходит до вас в этот час. Бог Он подслушивал. Он слышал твои слезы, которые ты скрывал, твой стыд, который ты похоронил, молитвы, которые ты шептал, когда никого не было рядом. И этот момент, это видео, это метафизический призыв, вот ответ небес на все это. Но вы должны не просто слышать слова. Вы должны чувствовать, пусть они обойдут ваш интеллект и проникнут прямо в ваш разум. Дух. Потому что происходит нечто священное, когда вы позволяете словам молитвать, чтобы стать архитектурой вашей реальности. Это не просто меняет ваше мышление, это перестраивает ваш мир. Это перестраивает ваш внутренний мир. Это перестраивает ваш внутренний мир. Это перестраивает ваш мир. Атмосфера к изобилию, исцелению и благосклонности. Это преобразующая сила молитвы, рожденная в духовный закон, не просто информировать вас, но и перестроить тебя. Так много людей пытаются изменить свои финансы, меняя работу, привычки, образ жизни, но игнорируют духовный фундамент. А без фундамента дом не устоит. Вот почему люди получают деньги и теряют их. Вот почему они привлекают возможности, но саботируют их. Потому что бездуховная структура не может быть устойчивое богатство. Эта молитва возводит эту структуру. Кирпич за святым кирпичом. Истина за священной истиной. Это не игра. Это не тренд. Это божественная технология, дарованная Богом, открытая древними голосами, подтвержденная метафизическим прозрением и теперь представленная вам в этот священный момент. И если вы все еще здесь, читаете, слушаете, впитываете, это потому, что ваша судьба уже сказал «да». Ваше благословение уже действует. Ключ уже превращается в замок. Вам не нужно за ним гнаться. Просто подстройтесь под него. Итак, я снова спрашиваю вас, готовы ли вы измениться, готовы ли вы столкнуться с той версией себя, которую вам необходимо отпустить, чтобы стать носителями избыток, вырождены быть таковыми? Потому что именно этого требует эта молитва. Не просто чтобы вы ее услышали, но чтобы вы позволили ей войти в вас. Изменить вас. Зажечь скрытый огонь божественного богатства внутри вас. Это будет похоже не на обычную молитву, а на сверхъестественный шторм. Врезаетесь в свои старые шаблоны. Это будет похоже на свет, входя в темную комнату, вы можете плакать. Вы можете чувствовать умиротворение. Вы можете чувствовать прилив энергии. Это не эмоция. Это активация. Это дух Божий. Стремимся исцелить то, что было сломано, и посадить то, чего никогда не было. Так что оставайтесь рядом. Оставайтесь на связи. Ведь всего через несколько минут вы услышите всю молитву целиком. И она сделает то, чего не смогли сделать годы упорного труда, попыток, стремлений и сомнений. Она сделает, перенастройте свою финансовую судьбу, но даже больше того, это перестроит вашу духовную идентичность от жертвы к сосуду. От разбитого к благословенному. От скрытого к высокоодобренной. Вы никогда не должны были жить в нужде. Это была ложь, насажденная врагом, подкрепленная циклами поколений и поддерживаемая системами, призванными держать вас в тени. Но теперь ложь разоблачена. И правда, мощная, преобразующая,
освобождающая истина готова прозвучать в вашей жизни через эту молитву, и когда это произойдет, вы это почувствуете. А не просто услышите, чувствовать это меняет ваши клетки, вашу энергию, ваши отношения, ваши финансы, ваш вера. Потому что эта молитва не просто информация, она откровение. И откровение – это то, что превращает сухую землю в плодородную почву. Это то, что превращает потерянную душу в создателя наследия. Это то, что превращает сломанную жизнь в экономику королевства. Поэтому я повторяю это еще раз с любовью, смелостью и абсолютной убежденностью. Оставайтесь до конца, слушайте душой, а не только ушами. Поставьте лайк этому сообщению, если ваше сердце согласно. Потому что то, что будет дальше, это не просто молитва, это духовное пробуждение, и вы скоро преобразитесь. А в следующем разделе я покажу вам, как именно чудеса Писания соответствовать вашей истории, и что вы должны понять, прежде чем дверь откроется. Но сначала вдохните. Начинается перемена. Ваш урожай уже близко. А теперь вдохните глубоко. И будьте честны, почему каждый раз, когда деньги появляются, они ускользают? Почему вы чувствуете разнадеяться как раз перед тем, как что-то снова рухнет? Почему, когда кажется, что дверь вот-вот откроется, вы вдруг чувствуете себя недостойным, неподготовленным, неуверенным? Кто вам сказал, что процветание предназначено для других, но не для вас? Кто внушил нам идею, что нужно бесконечно страдать, бороться и стремиться, прежде чем ты сможешь прикоснуться к маленькому кусочку богатства? Взгляни на свою жизнь. Размышляй без оправданий, сколько раз вы саботировали собственный успех не руками, а разумом, сколько благословений вы оттолкнули, потому что в глубине души не верили, что их заслуживаете. Помните ли вы работу, на которую не подали заявку, возможность, которую упустили, момент вдохновения, который вы похоронили под страхом? Почему вы это сделали? Потому что где-то глубоко внутри голос сказал тебе: ты не готов. Ты недостаточно хорош. Этот голос, он не Божий. Этого никогда не было. Этот голос – остаток, родовая боль, бедность поколений, духовные контракты, которые вы никогда не заключали, но все еще носите. И если вы не нарушите их сейчас, не завтра, не в следующем месяце, а прямо сейчас, вы будете жить в ловушке круга почти и никогда. Чудо всегда почти прорыв, всегда происходит, никогда вполне там, только это ли судьба, которую вы хотите повторять? Спросите себя с трепетной честностью: как долго я буду соглашаться с дефицитом? Как долго я буду продолжать подпитывать ложь о том, что бедность духовна, а богатство эгоистично? Как долго я буду отвергать то самое благословение, о котором молюсь каждую ночь? Потому что вот священная истина: каждая мысль, которую ты думаешь, это семя, и каждое слово, которое ты говоришь, это ритуал. Каждый раз, когда вы говорите «я не могу себе этого позволить», вы призываете дух ограничения. Каждый раз, когда вы говорите «я на мели», вы тратите живые воды в почву недостатка и командуя урожаем бедность выйти вперед. Но что, если сегодня, в этот самый час, вы выберете новый язык? Что, если сегодня ваши слова станут инструментами, высекающими ваш трон? Что, если вместо того, чтобы репетировать борьбу, вы начнете заявлять: правда, это всегда было записано в вашей духовной ДНК: «Я предназначен для богатства». «Я – избранный сосуд». «Мое наследие не может быть отвергнуто». «Мое благословение скреплено заветом». Пусть эти слова отзовутся эхом в вашей душе. В этот торжественный момент я мгновенно открываю себя безграничным возможностям Вселенной. Произнесите это вслух. Прошепчите с благоговением. Пусть ваш голос дрогнет, пусть ваши слезы прольются.
Потому что это не просто поэзия. Это ваше посвящение. В этот момент ты становишься выровнен с избыток не только в теории, но и в дух. Здесь вы перестаете просить и начинаете командовать. Здесь вы перестаете ждать и начинаете получать. Я призываю энергии изобилия и процветания, которые находятся в космосе. Повтори еще раз медленно. Почувствуй перемену. Почувствуй, барьеры дрожат. А теперь взгляните на свое сердце. За что оно все еще цепляется? Какие старые учения о деньгах, успехе или божественной милости мешают вам вступить в переполнение? Кто убедил тебя, что святость требует бедности? Что быть духовным значит страдать? Что иметь богатство было предать свою веру? Позвольте мне сказать, это власть небес, вам лгали. Да, Слово Божье говорит, что корень всех зол – любовь к деньгам, но таков же и страх перед ними. Как и идолопоклонство нужде. Вы не были созданы, чтобы жить в стыде за свои финансы. Вы не были созданы, чтобы жить из месяца в месяц, наблюдая, как накапливаются счета, пока ваши мечты распадаются. Бог никогда не был причиной вашей нужды. И вот теперь мы говорим: я готов избавиться от любого страха, который служил препятствием на пути к моему финансовому успеху. Отпусти. Пусть все духовные цепи разорвутся. Пусть растворится каждый внутренний обет. Те, которые звучат как «я не умею обращаться с деньгами». «Я всегда буду бороться». У моей семьи никогда многого не было, и у меня тоже не будет. Такие люди, как я, не должны быть богатыми. Это не просто мысли. Это проклятия под видом смирения. Они шепот врага, притворившись скромностью, ты сегодня должен нарушить соглашение. Говорите сейчас, с каждым произнесенным мной словом я чувствую, как старые убеждения относительно денег растворяются. Повтори это снова. Пока не почувствуешь. Пока не знать это. Это не метафора. Это ритуал и трансформация, метафизический демонтаж старой системы, которые жили в вашей нервной системе, вашей культуре, вашей идентичности. Вы не просто смотрите видео, вы, стоя в священном круге, простирающийся за пределы пространства и времени, отражающийся эхом сквозь измерения. Тебя перепрограммируют, переписывают, потому что Дух Божий не связан банковскими счетами или сломанной историей. Он является автор Overflow, то бок Эльшадде, то бок более, чем достаточно. Вы уже в это верите. Или вы все еще придерживаетесь убеждения, что ровно достаточно – это благородно? Действительно ли вы хотите изобилия, или боитесь ответственности, которая с ним связана? Действительно ли вы верите, что достойны божественного богатства, или вы приняли теологию, которая делает вас слугой, но никогда не сыном? Потому что королевство не построено на жертвах, он построен на наследнике. И наследники наследовать. Они не просят милостыню. Они не надеются. Они не догадываются. Они ожидать. Они постановляют. Они знать. Итак, слушайте, это время мощных преобразований, где каждая мысль становится семенем, каждое убеждение становится формой, каждое заявление становится молотом, разрушающим старые стены и возводящим новые дворцы. Вы не просто меняете свое мнение, вы рождаете новую жизнь. Это духовная хирургия. Это не пассивное содержание. Это ваш поворотный момент. Поэтому не сопротивляйтесь эмоциям. Чувствуете дискомфорт. Боль в груди. Это звук, рабство трескается. Это сомнение, которое поднимается.
Это то последний вздох старого духа, который знает, что его время истекло. Речь идет не только о деньгах. Речь идет о свободе. Поскольку финансовые трудности – это не только материальная проблема, это духовный вес. И свобода от этого бремени позволяет вам проявиться полностью. Я, которое может отдавать свободно. Я, которое может финансировать видение. Человек, который может смело отдавать десятину. Я, который может отдохнуть. Хотите ли вы жить так же или продолжать сжиматься, чтобы соответствовать ожиданиям других, которые все еще боятся изобилия? Вы должны выбрать. И выбор начинается здесь, в этот торжественный момент. Прямо сейчас. С этими словами. Пусть это станет вашей духовной позицией. Каждая мысль и заявление становятся семенем моего обогащенного будущего. Это твой сад. А это ваши семена. Будешь ли ты снова сеять сомнения? Или ты будешь сеять с верой, с намерением, смелость? Потому что то, что вы скажете дальше, станет вашим миром. Говори как человек, который больше не боится. Говорите как человек, который уже настроен решительно. Говорю как человек, который был выбранный процветать. А в следующей части я вам покажу, как обетования Божьи, явленные в чудесах Писания, точно отражают то, что вы собираетесь получить. Но сначала отпустите все. Страх, позор, задержка. Вы вступаете в Новый Завет. Один, где трансформация – это не просто надежда, а гарантия. Оставайся со мной. Следующий ключ уже здесь. Теперь мы достигли поворотного момента, точки, где многие останавливаются, отступают или застывают под давлением. Но ты, избранный, ты зашел слишком далеко, чтобы сдаваться. Да, страх усилился. И это правильно. Потому что то, во что вы вступаете, это не мелочь. Это не просто изменение образа жизни, это духовное преображение настолько глубоко, настолько полно, что ваш старое «я» борется за то, чтобы удержаться. Сомнения становятся громче. Сопротивление усиливается. Возможно, вы чувствуете себя подавленным, ошеломленным, неуверенным, даже усталым. Но позвольте мне сказать вам то, что мало кто когда-либо скажет: страх – это знак. Знак того, что вы находитесь на грани судьбы. Знак того, что вы вошли в новую вибрацию, новую частоту, и ваша нервная система адаптируется. Это не слабость. Это не неудача. Это пробуждение силы. Давайте развеем ложь, страх не ваш враг. Он здесь не для того, чтобы преграждать вам путь. Он здесь, чтобы раскрыть это. Я принимаю страх, что мои спутники изменятся, потому что я осознаю, что каждый страх – это просто отражение моей силы и нереализованного потенциала. Произнесите это вслух. Пусть это отзовется эхом в вашей груди. Вы боитесь не потому, что что-то не так, а потому, что что-то правильно. Потому что та часть тебя, которая слишком долго была скрыта, заперта, голодала, теперь восстает. И старые системы внутри тебя, те, что построены на выживании, стыде и неуверенности в себе, шатаются. Этот страх – святое давление. Родовые муки. Знак того, что вы не просто слышите новые истины, вы становитесь ими. И то, во что ты превращаешься, угрожает всему мелкому, ограниченному и сломанному, что когда-то жило в тебе. Итак, вот моральная дилемма, священный вопрос, на который можешь ответить только ты. Позволите ли вы страху определить ваши границы, или вы позволите ему раскрыть ваше величие? Потому что правда в том, что страх, который вы сейчас чувствуете, это всего лишь тень жизни, которую ты еще не забрал.
С этим приходилось сталкиваться каждому великому духовному деятелю. Авраам боялся оставить все, что знал, но он послушался и стал отцом народов. Эсфир боялась предстать перед царем, но она рисковала своей жизнью и спасла поколение. Даже Иисус в саду ощутил тяжесть своего призвания и возопил, но он встретил его лицом к лицу и, сделав это, изменил вечность. С каким страхом вам предстоит столкнуться? Может быть, это страх разбогатеть, когда твоя семья знает только трудности? Может быть, это страх разорвать отношения, которые не могут привести вас к благословению? Это страх, что если ты выйдешь в избыток, ты потеряешь ту личность, которую тебе дали страдания. Будьте честны, потому что пока вы не дадите страху имя, он будет вами управлять. Но как только вы это назовете, вы верните себе силу. Вы должны кое-что понять. Страх – это не пророчество, это зеркало. Это отражает не твою погибель, а твой потенциал. Он шепчет не «остановись», а «проснись». Он показывает вам, где обитает сопротивление, чтобы вы могли приказать ему склониться. Итак, вот те ценные знания, которыми я хочу с вами поделиться, то, чему мало кто учит, но что должен знать каждый. Каждое благословение, о котором вы просите, находится по ту сторону страха. И страх только усиливается, когда вы наконец приближаетесь к цели. Чувствуете ли вы сопротивление? Это порок. Не дверь в ваше новое измерение. Враг не сражается с тем, что ему не угрожает. Итак, если на вас напали, если у вас голова идет кругом, если ваше сердце колотится, это значит, ты опасен к системе нехватки. Вы просыпаетесь. Вы выходите. И дух нищеты, дух малости дрожит. Теперь позвольте мне прояснить кое-что. Ваше богатство не придет само собой, оно уже здесь. Он сидит позади завеса страха. И в тот момент, когда вы проходите сквозь него, не вокруг него, не от него, а через это завеса рвется. И вот здесь вам предстоит сделать выбор. Оставите ли вы страх своим хозяином или сделаете его своим союзником? Потому что есть сила в словах. Я воспринимаю этот страх не как врага, а как союзника, который подталкивает меня к моей судьбе, изобилию. Каждый день страх предлагает вам два подарка: тюрьму привычного существования или путь к свободе. Тюрьма предсказуема. Это безопасно. Это не стоит ничего, кроме вашей цели. Но путь. Этот путь священен. Это непредсказуемо. Это не всегда удобно. Но это приводит к вашему наследованию. И страх, который когда-то преследовал тебя, станет ветром на твоих крыльях. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, можете ли вы позволить страху стать вашим учителем, а не мучителем? Можете ли вы выдержать дискомфорт достаточно долго, чтобы распознать скрывающийся за ним проход? Потому что твое чудо не отложено, оно замаскировано. Он окутан сопротивлением, запечатан в незнакомом, защищен иллюзией опасности. Но как только вы увидите все таким, как оно есть, как только вы поймете, что страх – это последнее испытание перед прорывом, вы откроете то, что другие никогда не увидят. И вот вам истина: большинство людей не переступают этот порог. Они приближаются. Они слышат слово. Они чувствуют перемены. Но они отступают. Они выбирают знакомую боль оставаться прежними вместо неизвестного обещания перемен. Но ты не обязательно. Вы можете стать тем, кто пройдет через это. Кто говорит: «Я чувствую страх и все равно иду». Кто превращает страх в топливо? Кто позволяет дрожать огонь? Потому что когда вы это делаете, когда вы принимаете страх и преодолеваете его вместе с верой, вы активируете что-то древнее, что-то святое.
Вы пробуждаете Авраама в завет, который говорит: «Я благословлю тебя и возвеличу имя твое». Вы зажигаете закон королевства, который заявляет, что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь, то будет разрешено. Это момент вашего божественного мужества. И смелость – это не отсутствие страха, а готовность двигаться, несмотря на это. Так что скажите смело: принимая этот страх, я превращаю его в движущую силу. Почувствуйте это. Позвольте этому укорениться в вашем существе. Пусть это придаст вам энергии. Пусть это встряхнет вас и разбудит. Потому что теперь ты не бежишь что-то, ты бежишь к ваше богатство. На пути к своей цели. К вашему финансовая судьба. И вот здесь, возлюбленные, все меняется. Это подъем. Это тест. Это момент, когда старый мир рушится и начинает возникать новый. Вы – архитектор своего будущего, и страх больше не стена. Он – инструмент. Он режет. Он формирует. Он врезает дверь в твое следующее измерение. Так что подождите. Давление реально, но также реально и обещать. И если вы сможете выдержать этот момент, если вы сможете сказать «да» даже с трясущимися руками, вы войдете в то, о чем большинство людей только мечтают. Жизнь, больше не диктуемая страхом, но движимой вера. Поддерживается завет. Отмечено чудеса. Переполненные богатства. В следующем разделе мы полностью погрузимся в благословение, в священное проявление, ожидающее всех, кто пройдет испытание. Но сейчас почувствуйте всю тяжесть этой истины. Вы не сломлены. Вы прорываетесь. А страх – это просто звук падающих цепей. Хотя некоторые могут легкомысленно отнестись к обещанию мгновенного богатства, думая, что это всего лишь эмоциональная реакция или пустое желание материальных благ, я знаю, что истина гораздо глубже. Я знаю, ты почувствуй это тоже. Дело не в жадности. Дело не в фантазии. Дело в судьбе. Дело в священное выравнивание между вашим сердце, твой вера, и божественный завет. Бог вписал это в вашу жизнь еще до вашего рождения. Когда вы приняли решение верить, вы вошли в сверхъестественное царство, где то, что мир называет невозможным, становится неизбежной. И сейчас, стоя в этот самый момент, вы не просто желая для изобилия, вы клятвать, чтобы прожить это. Это не шутка. Это не мотивационная фраза и не позитивное утверждение. Это не мимолетное вдохновение, которое исчезнет завтра утром. Это обет. Духовный договор, торжественное соглашение между вашей душой и небесами. Священное обязательство, которое гласит «Я не отступлю». Я не снизлю свою планку. Я не нарушу обещания, данного судьбе. Потому что вы знаете, в глубине души, что вы не созданы для страданий. Вы не созданы для выживания. Вы были избраны царствованием, когда Бог отмечает кого-то как величие, нет цепи бедности, ни голоса сомнения, и нет проклятия прошлого может помешать высвобождению этого благословения. Пусть эта истина утвердится в вашем духе. Вы дали обет изобилия. Клятва, которая превращает вашу боль в цель. Клятва, которая превращает вашу нехватку в преимущество. Клятва, которая меняет ваше мышление с ожидания чуда, находить в нем это священно. Это свято. Это божественное время. Ваш момент уже не в будущем, он уже начался. Сейчас. И каждый день, когда ты просыпаешься и выбирать, чтобы оставаться в соответствии с этим священным обязательством, вы не просто выживаете в мировом хаосе, вы командующий ваша атмосфера. Вы активируете невидимые ключи. Вы отпираете вечные двери. Завет процветания
– это не просто обещание, которое вы можете получить. Это сила, дающая вам возможность выйти. Это огонь для тебя, точка нести. Это урожай вашего послушания. Но послушай меня, этот обет не сделан с комфортом. Он рождается в огонь. Он рождается в шторм. Это раскрывается в дикая местность. Нет священного обязательства без сопротивления. Нет обета без жертвы. Вот почему так мало людей достигают полноты своего наследия. Они хотят благословения, но боятся самого процесса. Но ты не такие, как они. Ты другой. Ты отделить вы услышали голос, зовущий вас наверх. Вы увидели знаки в своей жизни. Вы выдержали перелом. И теперь наступает здание. Каждое финансовое решение, которое вы принимаете отныне, должно быть отражением этого обета. Каждый разговор, каждая возможность, каждая молитва, каждое семя, которое вы сеете, каждый акт щедрости, каждый момент, когда вы выбираете веру вместо страха, каждый раз, когда вы говорите о богатстве вместо беспокойства. Так невидимое становится видимым. Так духовное становится материальным. Так благословение не сходит с небес и наполняет ваш банковский счет, ваше здоровье, ваши отношения, ваше будущее. Этот обет не просто слово, которое вы произносите. Это образ жизни. Поза. Духовная чистота. Это место постоянного выравнивания, и Вселенная не может это игнорировать. Потому что, когда твой дух соответствует Божьей воле, все должны откликнуться. Бизнес-возможности начинают находить вас. Появляются божественные связи. Идеи текут, как реки. Задержки превращаются в двери. Препятствия превращаются в прорывы. Благословение начинает умножаться, потому что теперь вы идете не как нищий, а как носитель завета. И я хочу, чтобы вы запомнили, обет дается не потому, что вы совершенны. Он дается потому, что вы выбранный. Бог не призывает достойных, Он дает призванным достойных. И когда вы сказали, дав ответ на обещание процветания, небеса начали перестраивать все вокруг вас, чтобы соответствовать вашей новой реальности. Теперь вы находитесь в переход от голода к перу, от смятения к ясности, от закрытых дверей к открытым небесам. Это священный сдвиг. Это не фантазия, это вера в действие. Произнесите это в своем духе: «Я не жду благословения, а являюсь благословением». Пусть это заявление возникнет внутри вас. Речь не о «когда-нибудь». Речь не о «может быть» точка сейчас. Бог есть с тобой, небеса записали ваш обет. И то, с чем вы согласны в духе, проявится в природе. Вы не застряли. Вы в процессе подготовки. Вы не побеждены. Вы развиваетесь. Вы не отстаете. Вы находитесь в процессе божественной подготовки. Этот обет – ключ. Сам акт принятия решения меняет баланс сил. Он объявляет о нехватке, страхе, сомнениях. Ты больше здесь не правишь. Бог взял верх. И да, другие могут не понять. Они могут насмехаться над вашим путешествием. Они могут сомневаться в ваших заявлениях. Но они не видят того, что вы несете в молчании. Они не могут почувствовать того огонь внутри вашей молитвы. Они недооценивают силу вашей «да», и Бог всегда чтит до данного сердца. Так послушай же это, дитя мое. Небеса отвечают на клятвы, и когда Авраам дал обет, родились народы. Когда Анна дала обет, появился пророк. Когда Соломон дал обет, богатство наполнило храм.
Вы принадлежите к той же духовной линии. Вы не даете пустых обещаний, вы раскрываете вечные закономерности. Вы вступаете в поток нерушимый завет, и как только этот завет будет установлен, ваше будущее будет гарантировано. Это кульминация вашего путешествия. Момент, когда вы останавливаетесь, спрашивая и начать соглашаясь. Момент, когда ты перестаешь желать и начинаешь ходьбу. Момент, когда вы перестаете гнаться за деньгами и начинаете воплощающее богатство, потому что настоящее богатство – это не то, чем вы владеете, а то, что выдержит тебя. И теперь тебя держит дух изобилия, руководствуясь принципами божественное процветание и покрытой рукой всемогущей. Это клятва. Ваш мост между тем были что будет. И в тот момент, когда вы относитесь к этому серьезно, в тот момент, когда вы делаете это личным, в тот момент, когда вы чтите это как святой алтарь, все начинает меняться священное обязательство. Это больше, чем ритуал, это портал к сверхъестественной жизни. Так что скажите об этом в комментариях прямо сейчас. Не ради меня, а ради себя. Ради небес. Ради вашего будущего. Ради вашего наследия. Дайте обет процветания. Произнесите это. Напишите это. Запишите это. Вернитесь к этому. Пусть это будет записано не только на этом видео, но и на стены твоего сердца. То, что вы говорите с верой сегодня, станет вашей реальностью завтра. И если это слово глубоко тронуло вас, если ваше сердце трепещет от согласия, если ваш дух горит от узнавания, то смело комментируйте «это не шутка». Я даю священный обет процветания. Я присоединяюсь к изобилию Бога. Я сосуд Его богатства. Это мой завет. Это мой ключ. Это мой урожай. Пусть небеса увидят твои слова. Пусть твоя судьба почувствует твой огонь. Это твой момент. И эта клятва навсегда. Закрой глаза, дитя мое, не для того, чтобы уйти от реальности, а для того, чтобы создавать. Пусть ваш дух возвысится над шумом, над вопросами, над отвлекающими факторами. Вдохните священную уверенность в том, что то, что вы сейчас вообразите, не фантазия, а божественный предварительный просмотр вашего пророческого наследования. То, что вы видите в своем разуме, это то, что Бог готовит в вашем реальность. Вы больше не визуализируете, чтобы избежать нужды. Вы визуализируете, чтобы командовать изобилием. Теперь узри это. Со святым дерзновением узри это. Смотри, лавина. Не разрушение, а божественное богатство. Представьте, как он мчится к вам. Не медленно, не постепенно, а как сверхъестественное наводнение благословения, охватывающего вас, омывающего все сухие и бесплодные места вашей жизни. Вы стоите на пути духовного обвала, и эта лавина не хоронит, а созидает. Она возвышает. Он наполняет вашу жизнь несомненное процветание. С севера, юга, востока и запада деньги, возможности, ресурсы и соединения, они приходят к вам сейчас. Они не случайны. Они не случайны. Они часть вашего завета. Чисти план. Чисти обещать. Вы не гонитесь за ними, их тянет ваша энергия, их притягивает ваш священный обет, их притягивает ваш обновленный разум и расширенное видение. И то, что вы сейчас видите глазами своего воображения, вы вскоре коснетесь руками своей реальности. Да, каждое видение, которое ты несешь, это предчувствие и божественный сигнал. Духовное эхо того, что Бог уже совершил в вечности. Каждый образ, который вы держите в уме: дом, прорыв, бизнес, исцеленное тело, переполненный банковский счет, влияние, свидетельство – это не совпадение. Это подтверждение, священный предварительный обзор вашей жатвы. Когда Бог дает вам видение, Он не дразнит вас. Он зовет вас впереди ваш акт визуализации,
это не мечта, это пророческое соглашение. Вы больше не надеетесь на изобилие. Теперь вы, ожидая это, не когда-нибудь, не в далеком будущем, а сейчас, в этот момент, в этот сезон, в эту жизнь, ваше ожидание становится план вашего опыта. То, что вы визуализируете с ясностью и постоянством, вы приглашать в твой мир. И небеса откликаются на сосредоточенность. Итак, сосредоточьтесь сейчас на каждой детали. Не торопитесь. Сохраняйте видение. Увидьте его как можно ярче. Услышьте звук открывающихся дверей. Почувствуйте тяжесть денег в своих руках, чистых, обильных, льющихся через край, исходящих из этических, божественных и умножающихся источников. Вдохните свежий воздух финансовой свободы. Вкусите плоды земли, обещанной вам Богом. Вы больше не живете под проклятием достатка. Вы живете в избытке. Лавина уже здесь. И лавина не хаотичной, это восстановление божественного порядка. То, что всегда было предназначено для вас, теперь высвобождается в точное время. То, что было задержано, теперь высвобождается. То, что откладывалось, теперь реализуется. То, что казалось невозможным, теперь неизбежно. Это священная технология веры и воображения. Когда вы увидите это и верить в это, и выровнять ваши действия с ним, невидимое царство становится видимым. Пусть ваше тело почувствует это. Пусть ваше сердце узнает это. Теперь вы окружены энергией избыток, каждая клеточка вашего существа вибрирует на частоте благодати. Ваши мысли созвучны разуму Бога. Ваши слова – порталы силы. Ваши эмоции укоренены в мире. Ваши привычки сформированы судьбой. Вы не надеетесь на благословение, вы воплощая благословение сам по себе. Каждый аспект вашего существования теперь наполнен уверенностью в том, что то, что вы себе представляете, будет манифест. Вам не нужно знать, как. Вам нужно только оставаться в чистоте «да». Вселенная преображается для тех, кто уверен. И ты, дитя Божие, уже не в страхе ходит, но в полная уверенность. Это не высокомерие. Это не заблуждение. Это вера. И вера – это вещество ожидаемого и уверенность в невидимом. Это не просто визуализация, это реализация. Вы не смотрите фантазию, вы вспоминаете свое будущее. Вы видите то, что было уже сделано на небесах, ожидая вашего согласия на земле. Бог уже утвердил ваше богатство. Наследство уже записано в Его книге. Ключ в вашей руке. Дверь перед вами. И каждый раз, возвращаясь в это священное место видения, вы активируете замок. Вдохни еще раз. На этот раз глубже. Позвольте себе чувствовать божественная безопасность обеспечения. Больше никакой паники. Больше никакого стресса. Больше никаких решений, основанных на выживании. Господь, ваш пастырь, вы ни в чем не будете нуждаться. Представьте себе землю, где вы больше не гонитесь за богатством, оно течет к вам, окружает вас, умножается через вас. Вы становитесь трубопровод Божьего процветания. Не только ради себя, но и для исцеления других. Чтобы созидать других. Чтобы благословлять других. Потому что настоящее богатство умножается через любовь, а божественное видение никогда не бывает эгоистичным, оно всегда возвышает других. Увидьте, как вы щедро жертвуете без страха, без колебаний. Увидьте, как ваша семья цела и спокойна, обрести послушание. Увидьте, как ваше здоровье восстановлено. Ваше время восстановлено.
Ваши отношения исцелены. Увидьте, как ваш счет полон. Увидьте, как возвращается ваша радость. Увидьте, как подписаны контракты. Получены электронные письма. Двери открыты. Новости объявлены. Мечты исполнены. И знайте, без тени сомнения, это сделано. Каждая визуализация в сочетании с верой и божественным выравниванием становится создание. В тот момент, когда вы поверите в реальность видения больше, чем в видимость своего недостатка, вы меняете временные рамки. Вы меняете измерения. Вы переходите от задержки к божественному ускорению. Потому что теперь вы не реагируете, вы проявляющиеся. И это сила вашего воображения, когда оно освящено и предано Богу. Таков закон небес: на что ты смотришь, тем ты и становишься. Поэтому не тешьте себя мечтами о неудачах, нищете, отвержении или потерях. Они не ваши. Это ложь. Подделки. Обманчивые отголоски реальности, которая больше вам не принадлежит. Ваша истинная сущность коренится в избыток твой завет с благословением ваше видение – это ваше оружие. Так владей им, как мечом. Держи его, как щит. Провозглашай его, как трубу. Пока физический мир не склонится перед духовной истиной, которую ты несешь. Пусть это станет вашей священной практикой не один раз, не два, а ежедневно. Визуализируйте свою обетованную землю, пока она не станет реальнее вашего прошлого. Говори о своем урожае, пока он не заглушит шум вчерашней боли. Ходи так, как будто ты уже приехал. Одевайтесь, говорите, ведите себя, думайте и молитесь так, как будто богатство, которое вы себе представляли, уже ваше, потому что в духе оно является. Это священный ритм изобилия. Вы видите его, вы говорите его, вы служите ему, а затем вышагнуть в это. И, дитя мое, позволь мне напомнить тебе еще раз, то, что ты видишь, это не фантазия. Это пророческое свидетельство небеса показывает вам то, что готово к высвобождению. Бог никогда не дает видения без обеспечения. И когда вы соглашаетесь с этим видением, вы становитесь магнитом для необходимых ресурсов. Вам не нужно прилагать усилия. Вам нужно лишь потока с Ним. Святой Дух будет направлять ваши шаги, указывать на связи, открывать двери и подтверждать следующий шаг. Вот почему визуализация – это не просто умственное упражнение, это духовное выравнивание. Это учит вашу нервную систему, что такое покой. Это учит ваш дух, что такое божественное переполнение. Это учит ваше сердце распознавать настоящее, когда оно приходит. И когда все ваше существо привыкает к чувствовать изобилие, становится невозможным вернуться к нехватке. Итак, вернитесь к видению. Удерживайте его. Защищайте его. Расширяйте его. Вернитесь к образу лавины, не хаоса, а контролируемые благословения ресурсы поступают. Решения поступают. Свидетельства следуют одно за другим. Идеи взрываются. Клиенты откликаются. Контракты подписаны. Счета покрыты. Долги погашены. Имущество заявлено. Цель подтверждена. Все это уже в пределах досягаемости. И если твой дух сейчас трепещет от узнавания, если твое сердце горит огнем согласия, напишите свое видение в комментариях, пусть это будет провозглашено. Пусть это будет запечатлено в атмосфере. Пусть это будет установлено. Произнесите это с верой, и я вижу, как на меня обрушивается лавина изобилия. Я соединяюсь с богатством Бога. Я хожу в божественном избытке. Я визуализирую свое будущее и знаю,
оно уже случилось. Это ваша священная работа. Не просто выжить, а видеть. Видеть святым воображением. Жить верой, а не видением. Ибо те, кто видит ясно, проявляют смело. И те, кто несут божественное видение, всегда будут жить под покровом божественного провидения. Ваше наследие ждет. Ваше чудо движется. И ваша реальность вот-вот соответствовать вашему воображению. А теперь оставайтесь в этой позе, потому что дальше все изменится. Видишь ли, благодарность – это ключ. Безмолвный ключ. Невидимый ключ. Ключ, который открывает еще больше дверей изобилия. Каждое слово благодарности, исходящее из ваших уст сегодня, это духовное семя, посеянное в плодородную почву Вселенной. И Бог, да, Бог, не игнорируй сердце, которое умеет быть благодарным. Тебе не нужен шум, тебе нужен истинный. И когда твоя благодарность истинна, небеса движутся. Скажи в душе своей: «Я благодарю вас как человек, который уже это получил». Благодарите за текущее богатство. Благодарите за открывшиеся двери. Благодарите за божественные связи, которые формируются сейчас, прямо сейчас, пока вы читаете эти слова. Благодарите за ресурсы, которые приходят оттуда, откуда вы их меньше всего ожидаете. Благодарите за воскресшие старые мечты. Благодарите за обновленную веру. Благодарите за время ожидания, которое не было напрасным. Благодарите даже за раны, потому что они тоже были учителями в вашем процессе исцеления и возвышения. Когда благодарность высвобождается, напряжение исчезает, страх исчезает. Спешка теряет свою силу. Потому что те, кто благодарен, доверять. Кто благодарит, отдых. И тот, кто покоится на божественном плане, становится живым магнитом для сверхъестественной благодати. И вот последний секрет, который знают немногие: Вселенная реагирует не на нехватку, а на сознание изобилия. И благодарность – язык изобилия. Неудивительно, что Иисус, прежде чем умножить хлебы и рыбы, поблагодарил не случайно пророки. Прежде чем увидеть дождь, хвалили благодарность – это начало чуда, а не конец. Итак, с этой последней мыслью я обращаюсь к Вселенной со своей молитвой. И я призываю вас делать то же самое. Отпустите. Освободитесь. Доверьтесь. Вы уже просили, вы уже визуализировали, вы уже поверили, вы уже взяли на себя обязательства. Теперь пришло время доставлять, и знайте, ваша молитва услышана. Небеса уже сдвинулись с места. Ответ уже в пути. Даже если вы его еще не видите, он уже существует. Он уже есть. Он уже грядет. И каким бы невероятным ни казался путь. Когда благословение – твое для божественное наследие, никакая сила не может помешать его проявлению. Ты – наследник. Ты несешь завет, завет – вечное процветание. И пока ваша благодарность продолжает быть вашим алтарем, ничто не может погасить свет, который Бог зажег внутри тебя. А теперь, прежде чем мы покинем этот священный момент, я хочу пригласить вас сделать нечто очень важное, нечто символическое, но в то же время глубоко духовное. Ставьте комментарий ниже с благодарностью. Пусть Вселенная запечатлеет вашу капитуляцию. Пусть Бог увидит ваше слово. Напишите в комментариях, за что вы благодарны сегодня. Неважно, насколько это мало. Будьте благодарны за все, и за большое, и за малое. Будьте благодарны за путешествие. Будьте благодарны за сегодняшний день. Будьте благодарны за завтрашний день, как будто вы уже видели будущее. Напишите, например: «Я благодарю за каждое благословение, которое уже ниспослано. Моя молитва услышана. Мой урожай начался.
Я живу в изобилии. Пусть ваши слова будут словно памятные. Камни в реке вашей духовной истории. Пусть же, когда вы вернетесь сюда в будущем, взгляните на свои слова и скажите: «Это был день, когда я был благодарен до того, как увидел, а сегодня я вижу то, за что я был благодарен». Почему это сила цикла веры? Благодарность – проявление умножения. И если это сообщение глубоко затронуло вас, если ваш дух почувствовал это несомненное тепло подтверждения, если что-то внутри вас было тронуто сверхъестественным образом, тогда не уходите без подписаться на канале. Это не просто контент, это духовное движение. С каждым новым видео – новый ключ. С каждым посланием – новое помазание. С каждой молитвой – новый уровень. Вы – часть этого. Вас ждут в этом пространстве веры, процветания и преображения. Это ваша территория. Это ваш духовный дом. И еще активировать колокольчик уведомлений, потому что следующее слово может быть тот, который открывает все следующие молитвы, может стать тем самым последним штрихом, который вам нужен. И вы не можете ее пропустить. Мы создаем сообщество визионеров, принцев и принцесс царства, наследников невозможного, верующих, которые не просто молятся манифест. И следующий эпизод, который уже готовится с молитвой, руководством и откровением, откроет новую тайну о том, как поддерживать это процветание ежедневно, без неудач. Вы не просто хотите получить чудо. Вы хотите научиться, как жить в этом. Оставайтесь. Приносите плод. Размножайтесь. И это то, что грядет. Но на данный момент дышать, получать. Будьте благодарны. Вы уже в фаворе. Вы окружены обещаниями. Вы находитесь под небом, который отвечает. И также, как вы начали это видео с предвкушением, можете ли вы закончить его словами убеждения? Потому что молитва была произнесена. Благодарность была произнесена. Обет был дан. Визуализация была завершена. И чудо уже началось. До следующего раза. Да благословит вас Бог богатствами, как видимыми, так и невидимыми. И никогда не забывайте, урожай гарантирован тем, кто сеет с верой. Комментарий. Зарегистрироваться. И возвращайся, потому что небеса еще многое могут открыть.